Хочу показать несколько способов, как сэкономить пластик и уменьшить время 3D-печати при работе с областью заполнения в Ultimaker Cura. Стандартные профили при заявке на универсальность становятся во многих случаях весьма нерациональными, поэтому сразу активирую в настройках видимость всех доступных параметров. Также необходимо отключить опцию автоматически опускать модели на стол. Сперва очевидное. Некоторые модели можно печатать вообще без заполнения, если геометрия позволяет линиям периметров опираться на предыдущий слой. Чтобы обеспечить заданную толщину крышки и дна в местах, где уклон стенок слишком велик и линии недостаточно перекрывают друг друга, слайсер добавляет на внутренней поверхности некоторый балкон, позволяющий нарастить толщину нависающей стенки модели. Эти области оболочки удерживаются за счет нахлеста с периметром и печатаются частично в воздухе. Поэтому в ветке дно и крышка желательно обнулить количество внешних дополнительных оболочек, немного увеличить перекрытие оболочек, а также поставить шаблон зигзаг, при котором экструзия не прерывается. Печать таких заплаток можно ограничить настройкой ширина удаляемой оболочки, которая удалит все области оболочки уже указанного размера. При этом обратите внимание, что под нож попадут и полноценные горизонтальные поверхности малой ширины. Полезным может оказаться параметр дистанция расширения оболочки. Оболочка будет расширена вглубь заполнения, что позволит обеспечить лучшую опору для стенок при отсутствии или недостаточной плотности заполнения. Интересная хитрость. На террасе фигуры зона оболочки, по сути крыши, не обеспечена какой-либо опорой, но деталь все еще можно напечатать без заполнения. Для этого расширим оболочку до внешних периметров модели. Параметр минимальная ширина оболочки при расширении позволит воздействовать только на области оболочки, которые шире определенного значения. Теперь терраса не висит в воздухе, а цепляется за внешний контур модели. К слову, горизонтальные пролеты могут быть напечатаны в виде мостов, но об этом чуть позже. Большинство моделей все-таки требуют печати внутренних структур, однако их настройки можно здорово оптимизировать. Для замкнутых областей модели с площадью горизонтального сечения меньше заданного параметром минимальная область заполнения, шаблон заполнения заменяется на сплошную заливку. Это позволяет упрочнить тонкие элементы модели, не увеличивая общую плотность заполнения во всей детали. Опция «Поддержка заполнения» позволяет исключить места, где стенки нависают под допустимым углом, и основания для печати верхних элементов не требуется. Материал экономится, но оторванное от стенок и разбросанное островками заполнение может быть менее устойчивым. Опция изменения шага заполнения позволяет уменьшить плотность шаблона от верхней поверхности к основанию, заданное количество раз. Приемлемо генерируется только при гладкой форме крыши, так как поверхность перехода повторяет ее геометрию. Но для нагруженных деталей стоит обратить внимание на шаблон заполнения «Динамический куб». В нем также реализована идея изменяемой плотности. Кубики на принятом удалении от поверхности объединяются, что позволяет избавиться от областей заполнения, наименее включаемых в сопротивление внешним воздействиям. Теперь интересное. Не обязательно работать с областью заполнения только параметрически. Для вспомогательной детали на панели слева, в параметрах модели, выбираем модификатор «Изменить настройки для перекрытий» с пунктом заполнения объекта. Деталь-модификатор при пересечении с нормальной моделью заменит собой область ее заполнения, не затронув стенки и оболочку. Переопределяя параметры отдельно для детали модификатора, можно изменить большинство настроек для обособленной области заполнения, в том числе плотность, шаблон, добавить стенки, крышу. В качестве болванки можно использовать блокировщик поддержек, но все же неплохо иметь под рукой набор примитивов для этого дела. Можете взять по ссылке в описании. Модель не требует заполнения, постамент требует. Выставляем для детали модификатора нулевую плотность и охватываем фигуру. Для печати ступеней требуется довольно плотное заполнение,
Да и не хочется, чтобы модель сминалась в руках. Но и оставлять большую часть материала в виде балласта вариант так себе. Выбираем наиболее подходящую болванку, устанавливаем желаемые параметры. Можно, к примеру, добавить лишнюю стенку заполнения для опоры. В Куре есть крайне полезная функция печать мостов поверх заполнения. Печать первого нависающего слоя крыши с настройками мостов сильно улучшает качество поверхности. Позволяет сократить плотность заполнения, а в некоторых случаях даже отказаться от него полностью. Задействуем графу «Активация настроек мостиков». В поле «Максимальная плотность разреженного заполнения мостика» ставим что-нибудь крупное, допустим 50%. Это означает, что если плотность заполнения модели ниже этого значения, то оболочка над заполнением будет печататься с настройками мостика. Важно! Значение плотности заполнения не должно быть нулевым, иначе настройка не заработает. Впрочем, для наших особых целей можно поставить 0,1% и задать смещение шаблона заполнения за пределы модели по координатам. Интерес представляет также следующее качественное применение мостов. Промаркируем деталь модификатора заполнения отличным от общих параметрами. Добавим по одному слою крыши и дна и посмотрим, как работает перекрытие с нормальной моделью. В качестве мостика будет напечатано только дно модифицированного заполнения. В большинстве случаев этого достаточно. Обсуждалась логика слайсинга пересекающихся моделей. Применительно к текущему вопросу все в точности да наоборот. Ну а что вы хотели? Деталь с модификатором заполнения, загруженная в рабочее поле раньше, замещается геометрией, загруженной после нее. Но речь только про линии, относящиеся к заполнению. Модифицированные стенки и оболочка подменяются в обратном порядке по старой логике. Собственно, это полезно, если нужно скомбинировать несколько типов заполнения или вырезать объем из уже измененной области. Шаблон молнии весьма неплохо оптимизирует расход материала, однако тонкостенные структуры генерируются с одинаковой плотностью, что дает, как впрочем и с любым другим шаблоном, избыток поддержки в одних местах и шаткую опору в других. Выйти из ситуации можно, создав по тому же принципу собственную внутреннюю поддержку требуемой прочности и в нужном месте. Принцип простой. Ориентируем модель под допустимым нависающим углом, добавляем модификатору стенку через параметр количество дополнительных стенок заполнения и увеличиваем перекрытие заполнения, чтобы прилепить импровизированную поддержку к внутренним стенкам модели. При всей полезности такого подхода, даже если внешние периметры обеспечивают достаточную прочность и структурную целостность модели, при печати можно столкнуться с дефектами. Массивные элементы могут сместиться под своим весом, тонкие и высокие стенки начать колебаться, да хоть от потоков воздуха. Свой вклад обязательно внесет усадка, так что к выбору количества периметров и характера внутренних структур стоит подходить аккуратно, чтобы избежать провалов и ступенек на поверхности. Настройки мостов для вспомогательных деталей желательно внезапно ухудшить, чтобы организовать некоторое провисание нитей, ведь будучи натянутыми как струны, они могут сместить тонкие стенки, на которые опираются. Вроде бы и все. Если что-то упустил, обязательно дополняйте, а также подписывайтесь, ставьте лайки, это помогает в развитии канала.